супер хрустящий. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим хрустящий Наполеон очень простым, удобным способом. Здесь у меня 300 граммов муки, я добавляю 1/4 чайной ложки соли. Перемешаем муку с солью. Берем 200 граммов сливочного масла замороженного и вот так вот его обваливаю в муке и натираю на терке. Обваляла, натерла, обваляла, натерла. Нам нужно с вами сделать крошку. Вот такая получилась крошка. Вы ее слишком много руками сейчас не трогайте, чтобы масло не таяло. Здесь у меня 120 миллилитров ледяной воды. Я добавила 1 столовую ложку уксуса 6% яблочного и также 1 яйцо. Все это вместе перемешаем. И теперь эту смесь вливаем в крошку и замешиваем тесто. Долго нам тесто вымешивать ни в коем случае не нужно. Нам просто нужно, чтобы оно соединилось в единый ком. Чем более неравномерным будет тесто, тем более хрустящими у нас получатся коржи. Перекладываю на стол, потому что мне так удобней. Всю муку собираю. Смотрите, я ничего не вымешиваю, просто вот так вот делаю, чтобы у нас все вместе держалось. Потому что если вы начнете долго вымешивать, то у вас масло начнет таять, и коржи уже не будут такими хрустящими и нежными. Разделяю тесто на 4 части. Всего вес у меня 660 граммов. Вы можете воспользоваться весами, чтобы кусочки были ровные. Посмотрите, какое у нас рыхлое, неоднородное тесто. Каждый кусочек теста вы можете положить или в пакет, или вот как я в пищевую пленку. И немножко его вот так формируем в прямоугольник. Опять-таки долго его не месите, чтобы оно у нас осталось потом после выпечки хрустящим. Тесто мы с вами сделали очень быстро. Теперь просто складываю кусочек на кусочек и кладу в холодильник на 1 час. На нашем канале уже есть 3 рецепта Наполеона. Я обязательно оставлю вам ссылки на эти рецепты, потому что каждый Наполеон получается уникальным и невероятно вкусным. Есть пропитанный, мягкий, сочный Наполеон с заварным кремом. Есть Наполеон с кремом Дипломат, где есть заварной крем и взбитые сливки. Крем получается просто божественно вкусный. Также есть Наполеон у нас более классический, с кремом, тоже заварной, там сгущенное молоко и сливочное масло. Каждый Наполеон просто объедение, и каждый найдет тот вариант, который ему больше нравится. Сегодня я хочу приготовить хрустящий, такой классический Наполеон, именно на сгущенном молоке и сливочном масле будет у нас крем, просто потрясающий, при этом очень быстро и просто. Посыпаем пергамент мукой, потому что будем раскатывать тесто сразу на пергаменте. Так намного удобнее, не нужно его переносить. Выкладываю кусочек теста на пергамент, предварительно его посыплю мукой, потому что оно липнет. И теперь начинаем раскатывать. Раскатываем в прямоугольник длиной где-то 40 сантиметров и шириной в районе 25 сантиметров. Смотрите, я раскатала в такой прямоугольник, причем у меня получились достаточно неровные края, что очень легко можно исправить. Вы берете эти кусочки, обрезаете там, где много, и приклеиваете туда, где меньше. Также ориентируйтесь на то, что этот большой корж мы еще с вами подрежем по краям и потом разделим пополам. Итого у нас из 4 коржей получится 8. Поверьте, это действительно настоящее облегчение, потому что и выпекать мы будем только 4 больших коржа, и раскатываем мы тоже только 4 больших коржа. Накалываем тесто вилкой и ставим выпекаться в уже прогретую духовку до температуры 190 градусов, верхний и нижний нагрев без конвекции, до румяности. Смотрите, по своей духовке я люблю, чтобы коржи для Наполеона были такие вот румяные. Не белесые, а прям такие вот очень красивые, карамельного цвета. На это уйдет где-то 8-9 минут. Посмотрите, у нас почти по размеру противня идеально получилось. Отправляем в духовку. Смотрите, корж у нас готов. Он очень хрустящий. Края сразу же подравниваем. Обрезки у нас с вами пойдут на украшение. Он такой хрупкий, поэтому обрезайте его пока еще горячий. Размер в готовом виде 33 на
21,5. И теперь разделяем пополам. Каждый корж у нас 16,5 на 21. Теперь приготовим крем. Для него нам понадобится 200 граммов мягкого сливочного масла и также 400 граммов сгущенного молока, 400-450. И мягкое сливочное масло и сгущенное молоко достаньте из холодильника заранее, чтобы они прогрелись до одной комнатной температуры. Это очень важно, чтобы у нас получился однородный гладкий крем. Добавляем немножко ванильного сахара, 1 пакетик, и взбиваем сливочное масло до побеления, где-то 1-2 минуты. Посмотрите, какое у нас мягкое взбитое сливочное масло. Теперь тонкой струйкой постепенно добавляем сюда 400-450 граммов сгущенного молока. Сразу все не бухайте, медленно добавляем. Посмотрите, какие красивые, хрустящие, нежные получились коржи. Давайте с вами начнем собирать торт. Выкладываем первый корж. Для удобства я выстелила вот такие вот кусочки пергамента, чтобы на них собиралась крошка, мы их потом уберем и все будет чистенько. Выкладываем крем. Тонкий слой. Теперь выкладываю следующий корж и тоже сверху где-то 2-3 столовые ложки крема, чтобы покрыть весь корж. Если вас смущает, что он ерзает, и вы сразу же собираете торт на том блюде, на котором будете подавать, то можно снизу выложить немножко крема, совсем капелюшечку, и потом первый корж. Первый корж прилипнет к блюду и вот не будет так ездить, как у меня сейчас. Но дело в том, что я буду перекладывать этот торт потом на какое-то более красивое блюдо, поэтому я этого не сделала. Я выложила последний корж и теперь немножко вот так вот прижимаю, чтобы там у нас не было больших пустот. И сверху покрываем тоже кремом. Бока тоже смазываем кремом. Вот прям четко мне хватило. Нет остатков крема, поэтому где-то 400-450 граммов сгущенки, 200 грамм сливочного масла и классический крем для хрустящего Наполеона готов. Этот Наполеон, мне кажется, делается быстрее всех из тех рецептов, которые есть на нашем канале и где нужно выпекать коржи для Наполеона, потому что у нас есть варианты, где я делаю из готового слоеного теста, и есть из печенья ушек. Ну, очень много у нас вариантов Наполеона, потому что мы любим этот торт в разных его вариациях. Оставлю вам ссылки. Вот сейчас рассказываю и уже мечтаю, когда я смогу полакомиться этим тортиком. Вам обязательно оставлю ссылки на рецепты Наполеонов. Теперь нам нужно с вами сделать крошку. Я добавляю столовую ложку, половину столовой ложки сахарной пудры. Желательно, чтобы она еще была с ванильным ароматом. Так будет еще ароматнее. Я сахарную пудру всегда добавляю, потому что тесто само по себе пресная, и чтобы эта крошка была вкусная, нужно немножко ее подсластить. Сверху посыпаем крошкой. Это классическое, по-моему, самое красивое украшение для Наполеона. Сразу же возникает ассоциация с этим тортом, и не нужно ничего придумывать, потому что классика вечная и беспроигрышный вариант. И бока торта тоже покрываем. Очень удобно всегда это делать шпателем. Посмотрите, как раз-раз, и все готово. Накрываю сверху пищевой пленкой и ставим теперь в холодильник для стабилизации где-то на 6-8 часов, можно на ночь. Торт пропитался, теперь убираем пищевую пленку, и я буду его переносить на другое блюдо. Вот у меня есть такая лопатка, очень удобно все делать. И все. Чудесно. Пахнет. Теперь давайте отрежем. Хрустящий. Все как
я вам и обещала. Посмотрите, какая у нас просто роскошество. Супер хрустящий. Это самый хрустящий Наполеон, который есть у нас на канале. Именно такой и хотела я вариант, чтобы он был хрустящим. Ну что ж, давайте пробовать. Я так этого ждала долго, целую ночь. Торт получился очень вкусным, таким, как я его задумывала. Здесь очень хрустящие коржи, потому что именно такой крем из масла и сгущенки не может их очень сильно пропитать, и они остаются такими же хрустящими, как и при выпечке. Ну, слегка только они вот такие уже стали чуть-чуть помягче, но все равно они хрустящие. Конечно, этот торт сытный, потому что в нем много сливочного масла, поэтому много вы его не съедите. Но насладиться кусочком к чаю или кофе — это то, что нужно. Надеюсь, что вам понравилось. Также, если у вас есть классные рецепты Наполеона, то обязательно пишите, потому что это один из наших самых любимых тортов, и я с удовольствием буду готовить и ваши Наполеоны. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.